полкилограмма муки для начала. Итак, приступаем. Начинаем с теста. Мы не будем брать воду, разводим тесто на кипящем молоке. Стакан молока, 10 грамм масла, 1 яйцо, 2 стакана муки. Для начала выливаем молоко в муку и втираем. Или молоко втираем в тесто, муку, или муку в молоко. Яйцо пока не добавляем, потому что тесто еще горячее. Белок свертывается при температуре 60 градусов, желток при температуре 80 градусов. Поэтому пока тесто не остынет, работаем без яйца. Пробуем тыльной стороной ладони. Яйцо. И быстренько перемешиваем. Можно добавить еще муки. Муку нужно просеивать. Тогда будет тесто пышное и лучше вымешивается. Самое вкусное остается на стенках. Все, тесто почти готово. Еще немножко липнет. Но здесь самое главное угадать момент, чтобы не забить тесто, чтобы оно не стало твердым. Поэтому лучше, пусть оно немножко липнет, чем будет забитое, и тогда исправить его будет очень тяжело. Делим тесто на 3 части, приблизительно равных. И будем окрашивать. Так, здесь у нас вишневый красный сок. Потом можно добавить интенсивности. Краска еще распределится в тесте. Но даже если тесто останется, будет мраморным, это тоже неплохо, красиво выглядеть. Мы в тесто положили яйцо, поэтому когда смешиваем с тестом синюю краску, то получим не синее тесто, а зеленое. Тесто мы укладываем в миску.
накрываем полотенечком. Мы приступаем к переработке мяса. Будем заправлять. Здесь 400, почти 500 грамм мяса. 2/3 телятина, 1/3 пресная свинина. Лучше брать, если мы решили, что варить пельмени мы будем 1 минуту после того, как они всплывут, лучше жирный фарш не делать, потому что жир не успеет приготовиться. И будет твердыми кусочками ощущаться в фарше. Поэтому берем пресный фарш, добавляем туда стандартную смесь, черный перец, душистый перец, гвоздика и семена кориандра. Все это уже размельчено. Обогащаем запах тертым лавровым листом. И теперь самое главное. Если мы сейчас вымешаем и соль, если мы сейчас вымешаем, то специи будут ароматизировать только те кусочки, с которыми они соприкасаются. Потому что специи, эфирные масла очень плохо растворяются в воде. Но зато хорошо растворяются в кислотах, жирах и спиртах. Поэтому растительное масло. Это столовую ложку. Твердые специи в фарше. Но фарш у нас немножко суховатый. В рецептах рекомендуется добавлять холодную воду для того, чтобы фарш разжижился и как в бульоне варился в оболочке из теста. Мы поступим по-другому. Мы добавим больше, чем нужно лука. Здесь 2 средние луковицы. То есть пропорция, опять возвращаемся к пропорции, на 200 грамм, на 250 грамм мяса средняя луковица, Теперь добавим пряные травы. Здесь 8 трав. Основные составляющие — это тимьян, он же кандари по-грузински, или чебрец называется у нас, майоран, также розмарин, шалфей, мята, базилик, орегано и немножко размельченных лепестков розы. Такие сухие смеси продаются, но в принципе можно их делать и дома. Мы так и делаем. Все, фарш заправлен. Он сейчас промаринуется несколько минут и можно приступать к плитке. В этой смеси можно добавить немножко соевого соуса. Соевый соус сам по себе является сильным усилителем вкуса, а кроме того он добавит солености. Немного, потому что фарш потемнеет и будет некрасивым. А так он впитается и все будет хорошо.
Кроме того, что я уже назвал, что положил в фарш, еще в этом фарше находится по маленькому кусочку. Когда я перекручивал мясо, я добавил по маленькому кусочку петрушки, корня петрушки, корня сельдерея. Ну и достаточно. Когда будет вариться пельмени, они будут еще вкуснее. Все. Теперь можно еще раз вымешать. Видите, какой красивый. Абсолютно получилась однородная масса. Классно. Но если делать пельмени такой техникой, значит, нужно 25-30, не больше шариков, потому что они начинают сохнуть. Тесто сохнет, заварное и быстро обветривается.